Пожалуй, ни у одного современного человека не возникает вопроса о том, какая страна производит эти автомобили. Этот бренд по праву завоевал статус самого крупного продавца автомобилей на мировом рынке. Его модели приобрели популярность и искреннюю любовь автовладельцев за счет истинно немецкого качества, надежности и продуманного дизайна. Volkswagen. Концерн Volkswagen давно занимает лидирующие позиции на мировом рынке автомобилестроения. И в этом нет ничего удивительного, ведь компания выпускает действительно хорошие легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики, рассчитанные на покупателей с разным уровнем дохода и разными интересами. При этом даже громкие скандалы не подрывают славу европейского производителя. Сейчас мы попробуем разобраться, как родился знаменитый Volkswagen и почему одноименный концерн выпускает не только эти машины. Как благодаря Гитлеру Volkswagen стал знаменитым. Поглощение престижных марок премиум-сегмента, таких как Bugatti, Lamborghini и Bentley. Зачем компания построила для своих рабочих целый город? Самый крупный скандал вокруг Volkswagen, который мог обанкротить компанию. И как Volkswagen стал мировым лидером, обогнав своих немецких собратьев BMW и Mercedes. Вы на канале The Auto Top. И это уникальная история марки Volkswagen. Поехали! Volkswagen – это относительно молодой автопроизводитель, историю которого предопределила встреча в 1933 году Адольфа Гитлера, Якоба Верлина, представитель Daimler-Benz, и Фердинанда Порше, основателя компании Porsche, в отеле Кайзерхоф в Берлине. На встрече Гитлер поставил перед собеседниками ультимативную задачу – создать крепкий и надежный народный автомобиль, который бы смог себе позволить гражданин Германии среднего достатка. Цена автомобиля не должна была превышать 1000 рейхсмарок. Гитлер настаивал на том, чтобы молодые инженеры построили в Германии новый завод, способный олицетворить процветание Третьего рейха. Гитлер даже накидал на листок бумаги эскиз и обозначил на нем основные пункты, которым должен был отвечать новый автомобиль. Затем фюрер обратился к Якобу Верлину, чтобы тот предложил ему кандидатуру конструктора, способного исполнить этот правительственный заказ. Якоб без колебаний назвал Фердинанда Порше. Назывался будущий автомобиль просто Volkswagen, что в переводе с немецкого означает «народный автомобиль». Фердинанд Порше тут же взялся за работу. А к 17 января 1934 года у него уже был на руках набор чертежей для создания прототипа народного автомобиля, в основу которого лег разработанный ранее Porsche Type 60. Чертежи отправляются на рассмотрение в Рейхсканцелярию Германии. Чертежи рассматриваются до июня, когда и подписывается правительственный контракт на строительство 3 прототипов автомобиля. На все разработки компаниям давалось 10 месяцев при месячном бюджете 20 тысяч рейхсмарок. К автомобилю также выдвигаются дополнительные требования: 5 посадочных мест, колея шириной 1200 мм, колесная база 2500 мм, мощность двигателя 26 лошадиных сил, максимальные обороты 3500 оборотов в минуту, неснаряженная масса 650 кг и розничная стоимость 1550 рейхсмарок. Автомобиль должен был развивать максимальную скорость 100 км в час, иметь запас мощности для подъема под уклоном 30 градусов и расходовать не более 8 литров топлива на 100 км пути. Несмотря на наличие в распоряжении Фердинанда Порше уже готовой конструкции и его колоссальный опыт работы, он так и не смог уложиться в положенные рамки. Фердинанд выполняет правительственный заказ только за 2 года.
Первые прототипы Volkswagen Beetle увидели свет в сентябре 1936 года. Первенцем стал двухдверный Жук В1, вторым стал кабриолет на его базе В2, личный заказ Адольфа, и третьим стал четырехместный В3. Прототипы проходят испытания на выносливость, в рамках которых проезжают 50 тысяч километров. В ходе испытаний у автомобилей не выявляют никаких серьезных недостатков, и Фердинанд Порше получает заказ на строительство последующих 30 прототипов, которые впоследствии выпускаются на заводе Daimler-Benz. Новые прототипы тестируются нацистской профсоюзной организацией DAF, а контроль за процессом тестирования возлагается на сотрудников СС. Они же и принимают окончательное решение о будущем автомобиля. Официальный отсчет своей истории компания Volkswagen ведет с 28 мая 1937 года, когда создается общество с ограниченной ответственностью по подготовке немецкого народного автомобиля. С 16 сентября 1938 года именуемое как Volkswagen Werk GmbH. 26 мая того же года под немецким городом Fallersleben закладывается первый камень на строительство автомобильного завода Volkswagen. Официальную церемонию посещает сам Гитлер. Фюрер озвучивает название будущему народному автомобилю – KDF-Wagen. Это название выбирается в честь нацистской общественной организации Kraft der Freude – KDF. Причиной для такого расположения Гитлера служит инвестирование этой общественной организации в строительство завода 50 миллионов рейхсмарок. В это же время начинается крупномасштабное строительство целого города для проживания работников завода Volkswagen. По причине неблагозвучности первого названия Stadt des KDF-Wagens город впоследствии переименовывают в Вольсбург, что больше соответствует предпочтениям правящего режима. Уже в 1939 году завод демонстрирует свои производственные возможности, выпуская пробную модель V38S и демонстрационную модель V39S. Оба автомобиля имеют измененную конструкцию. Два задних окна в салоне, увеличенные дверные ручки, улучшенные дверные петли. Но KDF-Wagen не суждено было стать автомобилем массового производства по причине того, что с начала Второй мировой войны завод Volkswagen преимущественно работает по крупным военным заказам. В 1938 году молодая автомобильная компания выпускает полноприводный автомобиль Volkswagen Type 62, который после некоторых доработок и усовершенствований идет в серийное производство под названием Volkswagen Type 82. Кузов военной машины составляют тонкие жестяные продольно усиленные листы. Type 82 оснащается 4 дверями, складным лобовым стеклом и брезентовой откидной крышей. За все время завод Volkswagen выпускает более 50 тысяч таких машин, которые направляются во все войска Германии вплоть до окончания ВОВ. В 1940 году Volkswagen выпускает на основе Type 82 автомобиль-амфибию Type 128 Schwinwagen. В следующем году на заводе в Вольсбурге выпускается 30 таких амфибий, которые направляются на службу в армейские инженерные части, где о них хорошо отзываются. Этот же год приносит для Фердинанда Порше еще один правительственный заказ на разработку других модификаций Type 128. Впоследствии он строит Type 166 Schwinwagen, получивший короткую колесную базу, меньший снаряженный вес и лучшую маневренность, чем у предшественника. Производство машины налаживается в Штутгарте на заводе Daimler-Benz. В период с 1941 по 1945 годы выпускается около 15 тысяч таких амфибий. Крах Третьего Рейха выливается в тотальные перемены для всей страны, в том числе и для Volkswagen. Компания оказывается под контролем англичан, в чью зону оккупации попадает Вольфсбург. Осенью 45-го англичане передают в Вольфсбург заказ на производство 20 тысяч разных модификаций военных машин. Через 2 года Volkswagen выдвигает своего представителя на экспортной ярмарке в Ганновере, где предприятие привлекает к себе очень много внимания. Завод берется за первые зарубежные заказы. Сначала выпускается 1000 автомобилей для Голландии, а в 1948 поступает сразу несколько заказов от Бельгии, Швейцарии, Швеции и других европейских стран. В начале 1948 года происходит смена руководства Volkswagen. Пост генерального директора достается Генриху Нордхоффу.
костяк обновленного руководства формируют дипломированные инженеры с международным опытом работы на заводах разного уровня. С их приходом Volkswagen возвращается к работе над «Жуком», совершенствует его и модернизирует. Для увеличения продаж автомобилей на рынке Германии 30 июня 1949 года создается компания Volkswagen Finanzierung Gesellschaft GmbH. В этом же году немецкое предприятие осваивает выпуск новых типов кузовов – лимузин и кабриолет. В серийном варианте «Жука» появляется более комфортабельный салон и частично синхронизированный двигатель. Volkswagen начинает развивать сеть автосервисов и станций технического обслуживания. Постоянно ведется работа с европейскими клиентами и партнерами. В результате грамотного менеджмента Volkswagen за короткое время выстраивает очень мощную сеть сбыта своей продукции. Экспорт машины, получивший впоследствии мировую известность, к концу 1948 года составил 50 тысяч экземпляров, в то время как на внутреннем рынке Volkswagen Beetle расходится тиражом около 15 тысяч экземпляров. К этому времени англичане уже утрачивают контроль над заводом. А с 6 сентября 1949 года Volkswagen официально находится в распоряжении Федеративной Республики Германия. Завод Volkswagen переходит в новый этап развития. Интенсивно наращиваются его производственные мощности и увеличивается сеть сбыта. В 1972 году Volkswagen Beetle бьет рекорд Ford модель T и становится самым продаваемым автомобилем на Земле. В конце 40-х голландский импортер концерна Volkswagen Ben Pon из компании Pons Automobile Handel конструирует прототип другого ключевого для Volkswagen автомобиля – транспортер. Первый в мире минивэн увидел свет в ноябре 1949 года под названием «Були» – «Бычок». В основе микроавтобуса лежала очень простая конструкция, которая предопределила спрос на него среди покупателей. Volkswagen Transporter действительно появился вовремя, а благодаря высокой надежности его мировые продажи начинают стремительно расти. В первые месяцы после старта серийного производства Volkswagen выпускает по 60 экземпляров Були ежедневно. В период с 1947 по 1967 годы транспортер выпускается в разных модификациях: грузовичок с закрытым верхом, микроавтобус, комби, пикап и амбулатория. С четвертого поколения происходит кардинальное изменение конструкции транспортер. Двигатель переезжает под капот в передней части, а привод становится передним. Это позволило конструкторам создать ровный пол в погрузочном отсеке и получить больше места для установки различных приспособлений. К концу 40-х автомобили Volkswagen уже проходят испытания надежности и долговечности временем, а доступная цена позволяет автопроизводителю усилить свои экспортные возможности. К началу 50-х автомобили Volkswagen успешно экспортируются в 150 стран мира. Немецкая компания начинает развивать свою дилерскую сеть во всем мире. Бразильское подразделение Volkswagen открывается в 1953 году. Офис Volkswagen в ЮАР открывается в 1956 году. Австралийское подразделение запускают в 1957 году, мексиканское – в 1964. Активно осваиваются и другие ключевые рынки сбыта. Стремительно развиваются все новые проекты, среди которых в 1953 году выделяется новое спортивное купе Volkswagen Karmann Ghia, созданное на базе стандартного Volkswagen Käfer 1200. Дизайн кузова этой машины разрабатывают итальянцы из компании Carrozzeria Ghia Coach Building, а серийную сборку налаживают на производственных мощностях немецкого кузовного ателье Karmann GmbH в Osnabrückе. Первая серийная версия этой машины дебютирует в 1954 году на автомобильной выставке в Париже. Продажи модели начинаются годом спустя. В 1961 году производственную программу немецкой марки выполняет новый представитель Volkswagen 1500, существовавший в качестве четырехместного кабриолета, седана и универсала. По сути, эта модель представляла собой дальнейшее развитие Volkswagen Karmann Ghia. Последняя небезуспешная модель выпускалась вплоть до 1974 года, и за все время предприятие продает 350 тысяч ее экземпляров в разных модификациях. Интересно то, что за все время серийного производства в конструкцию Karmann Ghia внесли крайне мало изменений, даже меньше, чем в конструкцию прародителя «Жука». В
1964 году компания выпускает универсал 1600 вариант, купе на его базе и седан. Также существовала британская версия машины с приставкой TS Fastback в названии. Разные модификации модели выпускаются вплоть до 1975 года. В 1965 году руководство Volkswagen проворачивает сделку по покупке Audi у концерна Daimler-Benz, в результате чего формируется известная аббревиатура VAG – Volkswagen Audi Group. Позже к Audi прибавляется испанский автопроизводитель Seat и чешская компания Škoda. В настоящий момент Audi AG является дочерним предприятием Volkswagen Group со своим руководством и исключительным правом на самостоятельное принятие решений. В результате объединения двух марок в 1968 году выпускается первый совместный проект трехдверный универсал Volkswagen 411 и четырехдверный хэтчбэк на его базе. Машина получает двигатель с воздушным охлаждением и рабочим объемом 1679 кубических сантиметров. Публика встречает модель весьма сдержанно, поэтому проект окончательно сворачивают в 1972. В 1969 году к Volkswagen Group присоединяется фирма NSU, при поддержке инженеров которой создается первый автомобиль Volkswagen с передним приводом, модель К-70. Автомобиль продавался с несколькими двигателями. Один с рабочим объемом 1,594 литра, а второй с рабочим объемом 1,795 литра. К-70 существует только в качестве четырехдверного седана и выпускается до 1975 года включительно. В этот же период, при сотрудничестве с Porsche, создается спортивный автомобиль Porsche 914, продержавшийся на конвейере с 1969 по 1973 годы. Спортивное купе выпускается с 4- и 6-цилиндровым двигателем. Также в 1969 году компания представляет полноприводный внедорожник Type 181 для нужд армии. Авто получает складывающуюся крышу с тентом наподобие Type 82 Kübelwagen, который выпускался в военное время. Авто закупает армия и государственные службы. Серийное производство налаживается в Вольфсбурге и длится вплоть до 1980 года. Но не все время, так как с 1971 производство внедорожника переносится в мексиканский город Пуэбло. В Мексике внедорожник продают под названием Tracker и Safari. 70-е годы связаны в жизни Volkswagen с множеством очень важных событий. Во главе нового поколения автомобилей марки становится переднеприводная модель Passat, выпущенная в 1973 году. Для первого поколения Passat предлагаются множество двигателей с рабочим объемом от 1297 до 1588 кубических сантиметров. Еще через год модельный ряд пополняет спортивная модель Scirocco в трехдверном кузове купе и серии двигателей объемом от 1093 до 1588 кубических сантиметров. На этих двух моделях череда легендарных начал не заканчивается. 1974 год приносит миру Volkswagen Golf первого поколения. Дебютант оказывается настолько успешным, что за 30 месяцев с начала конвейерной сборки выпускается 1 миллион гольфов в разных комплектациях. С этого момента Volkswagen Group становится крупнейшим европейским автопроизводителем. С момента начала производства Volkswagen Golf существуют вариации двух- и трехдверный хэтчбэк. Позже, в 1979-м, гамму пополняет Golf Cabrio, кабриолет, разработанный кузовным ателье Ital Design. Немногим ранее, в 1972-м, модельный ряд пополняет новый автомобиль Volkswagen 412, существовавший в кузове трех- и четырехдверный хэтчбэк, а также универсал. Автомобиль оказался не самым удачным, поэтому его производство свернули всего через 2 года после запуска. Намного более успешным оказался Golf 1. Этот современный, экономичный и надежный автомобиль расшевелил международный рынок. Golf стал у истоков нового класса автомобилей, которые нынче называют Golf-классом. Разработка такого числа новых моделей не прошла для Volkswagen бесследно. В 1973 и 1974 годах концерн Volkswagen Group потратил на конструкторскую и дизайнерскую работу более 800 миллионов немецких марок. Но только благодаря хорошему спросу на новые автомобили в 1975 году концерн полностью покрыл все затраты.
Гольф по сегодняшний день остается одним из самых успешных и массовых автомобилей мира. Второе поколение легенды появляется в 1983 году, а третье – в 1991. К 1997 году всех модификаций Гольфа было выпущено в количестве 17 миллионов. В начале 1975-го дебютирует и младший брат Volkswagen Golf – компактный переднеприводный Polo. Этот трехдверный хэтчбэк получил конструкцию от Audi 50 и комплектовался экономичными двигателями с рабочим объемом 1272 кубических сантиметра. Недорогая и практичная машина стала очень популярной, что поспособствовало укреплению финансового положения немецкого концерна. Второй успешной моделью на базе Volkswagen Golf становится Jetta. Этот четырехдверный седан позаимствовал платформу от второго поколения Гольфа. Jetta выпускается в 1979. В свою очередь Jetta ложится в основу другой модели Vento, которая появляется в модельном ряде немецкой марки только в 1991 и выпускается в разных поколениях по сегодняшний день. Vento оснащается 4 и 6-цилиндровыми двигателями с рабочим объемом от 1,6 до 2,8 литра и мощностью от 75 до 174 лошадиных сил. В 1981 выпускается новый Passat в кузове B2 и новый Scirocco. Второе поколение Passat ложится в основу нового седана Volkswagen Santana, автомобиль для бразильского и мексиканского рынков, стандартное оснащение которого впервые состояло из 5-цилиндрового бензинового двигателя с рабочим объемом 1994 кубических сантиметра. Santana тоже пользуется хорошим спросом и выпускается в разных поколениях с 1981 года. В течение 80-х Passat меняет сразу 2 поколения. Версия в кузове B3, одна из самых многочисленных, выпускается в 1988. В 1991 году немецкий автопроизводитель осваивает производство третьего поколения Golf. Также в модельной гамме возрождается автомобиль Variant, в том числе и его полноприводная версия Variant Synchro с 2 и 2,9 литровым двигателем. Третью генерацию Polo начинают выпускать в 1994. Первое время модель представлена только 2 кузовами – 3- и 5-дверным хэтчбеком. Но через год модель дополняют седаном, а в 1997 году появляется и 5-дверный универсал Polo Variant. Все машины комплектуются бензиновыми и дизельными 4-цилиндровыми двигателями с рабочим объемом от 1 до 1,9 литра, развивающих 50-101 лошадиных силы. В 1993 Volkswagen представляет новый Passat в кузове B4, который выпускается до 1997 года. В 1996 году представляется один из самых успешных Passat'ов в кузове B5. В отличие от своих предшественников, автомобиль получил унифицированное шасси от Audi A4 и A6. За счет этого компания смогла оснастить машину более мощными и современными силовыми агрегатами Audi, продольно расположенные двигатели. В этом поколении Passat выпускается только в кузове седан и 5-дверный универсал. В обеих модификациях машина получает 4, 5 и 6-цилиндровые бензиновые и дизельные моторы с рабочим объемом от 1,6 до 2,8 литра и мощностью от 90 до 193 лошадиных сил. С 1995-го семейство автомобилей Volkswagen пополняется универсалом повышенной вместимости Charan. Автомобиль оказался настолько удачным, что первое его поколение выпускалось вплоть до 2010 года. Первое время большой семейный автомобиль имеет 5- и 7-местное исполнение, но позже появляются другие модификации. С самого начала минивэн доступен с передним и полным приводом. Под капот первого Volkswagen Charan ставили 1,9, 2,8 литровые двигатели, развивавшие от 90 до 174 лошадиных сил. В ноябре 1999-го немецкий автопроизводитель отмечает четверть века с начала серийного выпуска компактного хэтчбека Polo. За это время выпускается 6,5 миллионов таких машин в 4 поколениях. Еще большее достижение показывает в июле следующего года Golf, выпущенный в количестве 20 миллионов. На момент выпуска 20-миллионника на производстве Гольфа было занято 40 тысяч сотрудников на нескольких заводах. Все это делало возможным выпуск
по 680 тысяч гольфов ежедневно. До рекорда предыдущей легенды Beetle гольфу оставалось всего 1 миллион автомобилей. На автосалоне во Франкфурте в 2001 году Volkswagen показывает на своем стенде новое поколение Polo. Автомобиль становится больше предшественника, получает более крупное шасси, что положительно сказывается на комфорте пассажиров и на управляемости. Дизайн Polo приводится в полное соответствие к тогдашнему корпоративному стилю марки. Машину начинают выпускать в 3- и 5-дверном кузове хэтчбэк. В апреле новым главой немецкого концерна становится Бернд Пичестритер. Со сменой руководства окончательно подтверждаются планы марки выпустить большой кроссовер Touareg и роскошнейший седан Phaeton. Phaeton позволяет марке изменить свой имидж и составить конкуренцию автомобилям BMW и Mercedes-Benz в представительском классе. Видео про уникальную историю компании BMW уже есть на нашем канале. Кто не успел посмотреть, обязательно посмотрите, нажав на подсказку в правом верхнем углу. И не забудьте поставить лайк и написать комментарий, историю какой марки вы бы хотели увидеть в следующем видео. Как только это видео наберет более 15 тысяч лайков, выйдет новый ролик про уникальную историю марки, которую вы укажете в комментарии. А мы продолжаем дальше. Первоначально разрабатывается две модификации Phaeton. Базовую комплектуют 3,2-литровым мотором мощностью 241 лошадиная сила. А под капот топ-версии ставят W12 с рабочим объемом 6,0 литра и мощностью 420 лошадиных сил. Самый мощный Phaeton разгоняется до первой сотни за 5,5 секунды. Немногим позже гамму двигателей дополняют турбодизелем V10 TDI, развивающим 313 лошадиных сил и 750 ньютон-метр крутящего момента. В свое время этот движок становится самым мощнейшим дизелем в мире. Volkswagen Phaeton доступен исключительно с полным приводом 4Motion. Среди прочих нововведений в автомобиле появляется пневмоподвеска, 8 подушек безопасности, система курсовой устойчивости, алюминиевые двери и капот, активные передние подголовники. В салоне устанавливают 7-дюймовый ЖК-дисплей. В продажу первые партии Phaeton поступают весной 2002 по цене от $75 тысяч. В начале мая 2002 года официально показывают и Volkswagen Touareg, который становится первым внедорожным опытом компании вне поля войны. Автомобиль получает достаточно хорошее внедорожное качество, поэтому он явно не попадает в рамки чисто паркетного внедорожника. Передок машины наследует основные стилевые черты от Passat и Bora. Сзади красуются крупные фонари и массивный бампер с большим шильдиком Volkswagen. Дизайн первого гражданского внедорожника многое заимствует у Phaeton. Роскошные элементы отделки в салоне, высококачественная кожа и дерево, расширенное дополнительное оборудование и так далее. Под капотом Touareg ставят 3,2-литровый 220-сильный мотор и 5-литровый турбодизель мощностью 313 лошадиных сил, все тот же нашумевший V10 TDI. Авто оснащают новой пневмоподвеской, новейшими системами безопасности водителя и пассажиров. Тяга передается на колеса в пропорции, выбранной электронной системой в зависимости от дорожной ситуации. Кроме того, авто получает блокирующийся межосевой дифференциал. В ноябре учащаются разговоры о предстоящем дебюте нового кабриолета New Beetle. Еще до официальной презентации автомобиль становится абсолютным хитом, за которым готовы выстраиваться в очереди. Комплектацию кабриолета и его внутреннее убранство сделали именно такими, какими они и должны быть, не более того. По первоначальному плану руководства компании, ежегодный объем производства модели должен составлять 50 тысяч New Beetle. Для автомобиля обустраивается производственная площадка в Мексике. В это же время появляется подробная информация о новом компакт-вене Volkswagen Touran. Автомобиль ставят на тележку от Volkswagen Golf. Обе машины получают весьма условное сходство. Схожими остаются лишь некоторые элементы оформления и общий стиль кузова. Минивэн Touran оснащают целой гаммой современных двигателей, отвечающих нормам Евро-4, вступивших в силу только в 2005 году. Основным преимуществом нового минивэна конструкторы называют его вместимость. В 7-местном исполнении объем багажного отсека составляет 121 литр. Однако в 5-местном варианте он возрастает до 695 литров. Если же вообще убрать все сиденья, в том числе и во втором ряде,
то объем багажника достигает 1989 литров. Эти показатели достигаются при размерах кузова, сравнимого с обычным универсалом Гольф-вариант. На 2002 год Туран получает практически немыслимое число вариантов трансформации салона. Такое разнообразие складывания и передвижения кресел мог предложить только Opel Zafira. 19 декабря 2002 года Volkswagen отчитывается о выпуске 22-миллионного хэтчбека Golf. В то время модель выпускается сразу на нескольких заводах немецкой компании. 2 в Германии, 1 в Швейцарии, 1 в Южной Африке и 1 в Бразилии. По результатам продаж в 2002 году Volkswagen Group становится крупнейшим автопроизводителем Европы, опередив PSA, Peugeot, Citroën, Renault, Fiat, GM и Ford. В 2003 году Volkswagen продолжает развивать свои производственные мощности. Учитывая высокую популярность автомобилей этой марки в Украине, руководство немецкого концерна заключает контракт с ZAT Eurocar. В рамках контракта летом 2003 года в Ужгороде налаживается производство моделей Passat, Golf, Bora, Polo и модельного ряда Шкода. В будущем это помогает производителю увеличить сбыт своей продукции в Украине и превысить тогдашнюю отметку в 3000 автомобилей в год. Такому решению отчасти способствует статистика за 2001 год, из которой следовало, что автомобили Volkswagen стали третьими по популярности на украинском рынке. С 2006 года компания начала выпуск купе-кабриолетов Volkswagen EOS, а в 2007 году появляется кроссовер Tiguan. К 2012 году все автомобили концерна Volkswagen были модернизированы, а общее число рынка сбыта достигло 150. Кроме того, компания активно инвестирует средства в развитие своего бизнеса на территории Китая, третьего по масштабам автомобильного рынка мира. В 2013 году был выпущен Volkswagen E-Golf, электрическая версия хэтчбека класса C. Это самая экологичная версия в истории модели Golf. Автомобиль оснащен климат-контролем с возможностью подогрева и охлаждения на стоянке. Значок Volkswagen в современном его виде знаком каждому как символ, указывающий на высокое качество. К тому же логотип имеет довольно минималистичный дизайн, представляя собой комбинацию букв V и W, окруженных синим кругом. Расшифровка VW также не вызывает трудностей, ведь эти буквы являются аббревиатурой слова Volkswagen. Значок Volkswagen не всегда выглядел подобным образом. Изначально, во время нацистского правления, буквы логотипа были обрамлены крестообразной фигурой, своего рода стилизованной свастикой, так что вопроса о том, что означает значок Volkswagen в те времена, не возникало. Следующей эмблемой стали все те же буквы, обрамленные зубчатым кольцом. Только после войны знак Volkswagen стал более близок к современному варианту, представляя собой черные буквы, вписанные в окружность. В настоящее время концерн Volkswagen обрел статус самого крупного продавца автомобилей в мире, отодвинув на второе место лидера последних лет Toyota. Финансовое положение концерна Volkswagen является благоприятным. Сейчас немецкая компания продает 10 миллионов автомобилей, а рентабельность по прибыли до налогов составляет 8%. Планируется инвестировать почти 80 миллиардов в 10 новых заводов, 7 из них в Китае, и десятки новых продуктов от SUV до автомобилей стоимостью $9000 для развивающихся рынков, а также в новые технологии вроде съемных гибридных двигателей и продвинутых информационно-развлекательных систем на борту автомобиля. Сегодня Вольфсбург, рожденный в 1938 году благодаря Volkswagen, имеет население 123 тысячи человек и может по праву называться Volkswagen City. Здесь расположен завод площадью 6,8 квадратных километра, на котором заняты 50 тысяч рабочих, и 13-этажная штаб-квартира. Влияние компании чувствуется везде, от проводимых здесь культурных фестивалей, спонсируемых Volkswagen, до стадиона Volkswagen Arena, который является домашним для футбольной команды Вольфсбурга. Даже гостиница Ридс-Карлтон, где останавливаются высокопоставленные гости, принадлежит автомобильному концерну. Но нигде амбиции Volkswagen не проявляются так сильно, как в Автоштадте, парке развлечений стоимостью $1,2 миллиарда.
Ежегодно 2,3 миллиона посетителей приезжают, чтобы погулять по 69 гектарам территории и посетить знаменитый Зейтсхаус, самый популярный музей автомобилей в мире. Интерактивные и мультимедийные экспонаты позволяют посетителям изучить последние новинки в области дизайна и технологий автомобилей. Около четверти всех туристов составляют клиенты Volkswagen, которые приезжают со всей Европы, чтобы самостоятельно забрать свой новый автомобиль прямо с завода. Автомобили, ожидающие отправки покупателям, каждый день складируются в одной из двух 20-этажных стеклянных башен, которые возвышаются над ландшафтом Вольфсбурга. Роботизированные лифты снимают 500 автомашин в день с самого верха и опускают их вниз, прямо к ногам ожидающих владельцев. Автоштадт – привлекательный и яркий маркетинговый инструмент не только для автомобилей марки Volkswagen, но и для всех марок, входящих в автомобильный концерн. Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Ducati, Seat, Skoda, MAN, Scania. Больше половины дохода компания получает от продажи машин премиальных брендов. Но не обошлось и без скандалов. Американское агентство по охране окружающей среды EPA выступило с заявлением, что концерн Volkswagen преднамеренно и в десятки раз занижал данные о количестве вредных выбросов своих дизельных машин. Под подозрение попали джетты, гольфы, пассаты и семейство Audi A3, оснащенные двухлитровыми турбодизелями, моторы серии EA189. Начиная с 2008 года, только в США было продано около полумиллиона таких автомобилей, за каждый из которых немцев могут обязать заплатить штраф в размере $37,5 тысяч. При таком раскладе общая сумма взысканий может составить $18 миллиардов, что почти в 17 раз больше предыдущего рекордного штрафа, который в США заплатила компания Toyota за сокрытие неисправностей, связанных с залипающими из-за дефектных ковриков педалями акселератора. Представители EPA заявили, что концерн Volkswagen интегрировал некое обманное устройство в систему управления двигателем. Другими словами, специалисты автопроизводителя применили специальный программный алгоритм, переводящий моторы в особый чистый цикл на время подключения измерительного оборудования. Эта особая программа следит за рядом показателей, определяя, едет ли машина по дороге или находится на стенде, например, в лаборатории. Электроника анализирует данные о положении рулевого колеса, динамике автомобиля, длительности работы силовой установки, а также контролирует изменения атмосферного давления. Американские экологи утверждают, что при лабораторных тестах уровень выброса окиси азота полностью соответствует действующим в США нормам. Однако дополнительный анализ показал, что во время обычной эксплуатации автомобили выбрасывают в атмосферу в 10-40 раз больше вредных веществ, чем зафиксировано в лабораторных тестах. А это означает, что машины, ездящие по дорогам, могут оказаться не такими безвредными в плане экологии, как обещают рекламные проспекты. Концерн Volkswagen уже обвинили в обмане правительства США и собственных клиентов, а также в создании угрозы здоровью американцев. Ситуация усугубляется тем, что это не просто техническая недоработка или сбой настроек двигателя, а преднамеренное искажение данных путем применения мошеннического оборудования. С просьбой осуществить серьезную проверку 3 моделей Volkswagen выступило Министерство защиты окружающей среды Южной Кореи, а французские власти ратуют за проведение масштабного расследования на уровне Евросоюза. Концерн Volkswagen уже выступил с заявлением, что всего было выпущено около 11 миллионов машин, у которых могут быть потенциальные расхождения в данных о количестве вредных выбросов при тестах и эксплуатации. Агентство Bloomberg пишет, что концерн зарезервировал 6,5 миллиарда евро для устранения данной проблемы. Между тем рынок отреагировал на разгорающийся скандал незамедлительно. Акции немецкого производителя упали на 38%. А текущая рыночная цена Volkswagen снизилась на 25 миллиардов евро. Компания не останавливается ни перед чем. В этот раз Volkswagen хочет стать мировым лидером по производству электромобилей. Новый глава Volkswagen предложил новую стратегию развития, которая должна вывести компанию на новый уровень. Он хочет сконцентрироваться на выпуске электромобилей и беспилотных авто. В этой сфере немецкий автогигант сильно отстал от своих конкурентов, так как был занят устранением последствий дизельного скандала. В это время Tesla и Google активно развивали данные инновационные направления.
Однако Volkswagen не привык отставать и планирует быстрыми темпами наверстать упущенное. Чтобы догнать конкурентов, немцы намерены к 2025 году представить свыше 30 моделей электромобилей. Мюллер считает, что компания сможет продавать ежегодно более 2 миллионов таких машин. В компании создано специальное подразделение, которое займется разработкой беспилотников. К концу этого десятилетия компания намерена разработать свою систему автопилота, которая сможет составить серьезную конкуренцию разработкам Гугла. На реализацию идей нового главы немецкого автогиганта планируется потратить десятки миллиардов долларов. Ну и на этом все. Историю какой марки вы бы хотели увидеть в следующем видео? Пишите в комментариях. Как только это видео наберет 15 тысяч лайков, мы радуем вас новым интересным роликом. Делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео.